Первый привал 8-го дня, дорогие мои друзья. Прошли мы 7 километров, плюс-минус. И впереди, сейчас я вам показываю, шикарный пляж, мы остановились. Впереди переправа Лозо-Атласово. Стоит паром, и позади него на фоне реки вулкан Острый Толбачик. 3681 метр. За ним плоский Толбачик, сейчас в облаках не виден, он ниже, 3168, по-моему. Тут 3000 тоже. Но это Острый Толбачик. Красавец. Стратовулкан. Видите? Конус ровный. Красавец. Красавец. Прям я весь в впечатлениях. И смотри, какой пляж. Вот так, если бы мы знали, могли бы еще поднажать. И, в принципе, ну, тот пляж тоже был хорош. И ночевать прямо здесь. Вот я бы, честно, если бы знал, что здесь такой вид на Острый Толбачик, вот этот пляж, видите, он песок, это вообще Бали, Мальдивы, курорт, 30 градусов, комаров нет, только слепни. Можно положить лодки, не знаю, тряпочки постелить, матрасики и загорать днем. И, конечно же, наблюдать вулкан, и загорать и наблюдать вулкан. Ну, вот, прям все, для души больше ничего не надо. Самый грандиозный залом, когда-либо виденный нами на этой реке. Он, наверное, видите, он идет за поворот. И вот. Он с километр. Он реально с километр. Ну и, конечно же, вид на Острый Толбачик. Если я правильно предполагаю. Шикарный, просто огромный пляж песчаный, спокойный, продуваемый всеми ветрами от комаров. И без зелени, смотри, без кустарников, вообще без травы. Да, отличный просто, вот там прошли. Жаль, что не надо останавливаться. И этот пляж еще с видами на Острый Толбачик. И если это он. Если это он. Показались два новых вулкана. Вот сейчас я вам покажу. Это Острый Толбачик, который мы наблюдали. Вот видите, справа немножко вершинка торчит. И я могу ошибаться, но опять же, да, нужно свериться. По-моему, это вот это прямо Крестовский перед нами, а за ним самая, что ни на есть, Ключевская сопка. 4800, не помню сколько метров, сейчас пойдет строкой. И Крестовский перед ним. Вроде бы вот так они расположены, и, по-моему, я не ошибаюсь. Пока видно, я показываю, но наверняка будет видно еще завтра. Надеюсь на хорошую погоду. Итак, слева Ключевская сопка, справа Крестовский и Острый Толбачик. Вот он, прям ближе к нам. Вот его вершинка из-под тучки выглядывает. Ребята, мы видим домик прямо по курсу. Вот, это первый домик. Мы там однозначно сейчас будем останавливаться. Я запущу птичку, и мы посмотрим сверху второй домик, который отсюда совсем близко. Вот. Ну, вечереет, уже время останавливаться. А мы... Чего говоришь? Нормально мы идем. Нет, сейчас не нормально.
Мы находимся в домике. Ну, даже язык не поворачивается сказать домике, потому что это домище. Вот. Но здесь свинарник ужасный. Печка забита мусором. Везде что-то все валяется. Там какой-то мусор там по углам, в общем. Мы когда зашли, здесь была птица, билась, птенчик. Уже, наверное, видимо, давно с утра, а может, со вчера. Надюшка поймала, выпустили. Ну, какая-то лесная птичка. Вот, тут есть второй этаж. Да, это двухэтажный сруб, хотела сказать вам. А вот здесь тоже лестница есть, выход. Печку мы не решили стопить, потому что она мусором забита. Нифига ее забить. Непонятно. Ну, второй этаж. Мы здесь еще не были. Второй этаж пустой, Надь. Просто проконопаченные бревна, и все, он пустой. От первого домика, который от Лазов в 26 километрах от переправы, от первого домика до сюда полторашка. Этот дом не видно вообще. Мы бы его не 500 метров. Как не 500, да, Женя сказал 500, тут где-то 1,5 километра примерно. Вот. И причем его не видно нифига, если бы нам... Местный нам классно показал, вон там, где ручей выходит, я говорю, да вот он вообще в деревьях. Они показывают пальцем куда-то тут в небо, короче, вот, ну где-то здесь. Но я понял, что где-то он есть, я понял, что дом есть. Но мы бы сейчас уже в полутемках, уже бы не нашли его нифига сами. Да. Добрым утром, страна! День 10 нашего путешествия, нашего сплава по реке Камчатка. И, походу, сегодня первая дневка. Не то, чтобы прям вынужденная, можно и стартануть в такую погоду, но пришел циклон вчера вечером. Целый день, весь вечер поздний лил дождь уже, всю ночь лил дождь. Покажу помещение, в котором мы останемся сегодня на день. Похоже, знаете, по моим ассоциациям, на два строения, вот то, что позади меня. Первое похоже на форт из фильма «Остров сокровищ», ну чуть-чуть, да. И второе похоже на усадьбу вампиров из игры «Герои меча и магии». Есть такая игра, вторая, третья части, вот там особняк вампиров, вот так именно выглядел. Кстати, вчера вампиры ночью летали. В прямом смысле слова, но летучие вампиры, это были летучие мыши. Лодки у нас здесь. Мы в этом доме остаемся. Видите, дождь какой? Ну, не хочется в такую погоду просто куда-либо собираться, грузиться, мокнуть. Даже если, надеюсь, все непромокаемое, неминуемо промокнем. Вот. К тому же раздолье комарам, они будут просто жрать. Вот уже жрут меня. Вот. Может быть, немножко распогодится к вечеру, и мы сходим с вами еще на речку. Ну, не знаю. В общем, надежда, что за сутки циклон уйдет. Нам осталось до Козыревска 2,5 перехода. Там 23, 30 и 13 километров. Это самый последний, и мы уже будем заканчивать первый этап. Первый этап нашего путешествия. Я отсюда сваливаю. У нас своя ручная мышь. Мы ей положили сахарок, вафельку. И бананчик, сухой бананчик она не любит. Она сахарок уволокла, а сейчас ест вафельку. Ночью она в эти вафельки шуршала, лазила по пакету. А теперь я положил, чтобы не лазить. Прикольно. Мышь. Мышь. Вафельку ест. Мышь. Надюшка жарит блинчики. Мы нашли толстенную алюминиевую сковородищу. Я ее помыл. Нашли здесь плитку, подсоединили свой газ. Там был подсоединенный, но плохо горел. Мы свой ставили, хорошее пламя. И блинчики дрожжевые у нас. Со сгухой. Сейчас запробую один. Ням-ням. На улице продолжается дождь. В общем, я считаю, что правильно мы сделали, что не поехали. Один день можно и переждать. Глядишь, завтра погода наладится. Пока немножко подутих дождик, но он еще продолжается. Мы позавтракали вкусно. Один раз кашей, второй раз блинчиками, оладушками, извините. Очень вкусными. Надюшка приготовила.
И немножко подутих дождь, чуть разведнелось, но опять, по-моему, начинается. Вышел я вот с блюфоксом. Комаров уйма, видите, я попытался надеть двое перчаток, у меня там одни белые и сверху серые, может не прокусит. Только за закрывание полностью зон открытого тела от комаров спасает от съедания. Вот. Я хочу рыбу, вот реально хочу рыбу. Такой берег прям приятный для ловли. Да, высокий, глубокий. Коряк нет, глубоко. Вон туда мои. Как ты сказал, по течению. Даже еще ближе к тому течению выходные. Слушай, а может быть... Ребята, ну что, с почином меня? Я как-то прям чувствовал, что на этот блюфокс что-то поймаю. Смотрите. Вот она, первая рыба. Моя первая рыба на Камчатке на 10-й день. Скажите мне, из головы вообще вылетело. Вот это в пятнышку. Что? Это точно не голец. Горошек такой внешний. Да. Посмотрите. Ну я уже буду знать, когда вы ответите, наверняка. И тупенькая мордочка такая. Но уже знатоки уже понимают, что за рыба. Вот, смотрите. Она в горошек вся, да, вот видно, в горошек вся. Надя, рыба. Мы уже решили идти обратно, там дошли до места, где ветки. Я зацепился за ветку, достал свой блюфокс, говорит, убью тебя за блюфокс. А если оставишь? И вот она. Ух, сегодня будет обед. Какой суп будет вкусный, вот эта рыба, смотрите. Надя, какую-то вторую надо. Да. А зачем? Ну, чтобы пожарить и сварить. Что Значит тут так. есть-то? Тут грамм 800. Пассатижи нужно. Итак, Надюшка у меня большая молодец. Она поймала Пятнышки тоже. девочковую рыбу, как она выражает. На розовенькой. Да, это будет ужин вкусный. Я покажу, ребят, покажу, это другая рыба. А ты и ту, кстати, покажи, когда ты ее помыла и стал хорошо. Сейчас покажу ту. Надюшка поймала вот такую красивую рыбку. Очень красивую. Небольшую, говорит, жарить прям целиком. Мы сегодня будем жарить рыбку. Вкуснейшую, я считаю. Ну вот это точно с розовым форель. Ребят, еще раз. Я не читал, не изучал энциклопедии рыбы Камчатки. Я знаю в целом то, что я ловил, и могу определить. Что изучать? Это рыба и все. Согласен. В общем, показываю. Надюшкина форелька. И моя вот такая вот в пятнышку, не знаю. Говорите. Не голец. Гольца ловил, не похож. И Надюшкина форель. Икры немного, вот такая. Но хоть сколько-то. На 10-й день. Вы знаете, я уже... В принципе, мы думали, предполагали, что где-то на 7-й день нас будет тошнить от рыбы, от икры, от всего остального. Но это не так. На 7-й день мы даже рыбы не видели. Вот, так что сегодня, я считаю, сегодняшний день правильный. Правильно, что, надеюсь, все те, кто не одобрили нашу дневку такую, да, такую халяву, типа в домике, во дворце в этом вампирской усадьбе. Кто не одобрил в начале, я сам не одобрял. Меня как-то немножко кривило так. Запасных дней. Куда нам их девать? У нас запасные дни есть. Кстати, сейчас, если мы запасной день, мы приходим всего лишь на день раньше. Короче, завтра... Какое сегодня число вообще? Приготовление обеда у нас полным ходом. Здесь у нас такие филешечки нашей форельки. Вот, Надюшка чистит картофан. Здесь у нас все никак не закипит. Смотри, фонариком, зайка. Рыбий бульон. Да, будет уха у нас из голов и хвостов. Икра. Наконец-то пригодились весы. Мы такие взяли походные, очень, легкие весы и с собой таскали. Всяко разно взвешивать. Ну, так, чисто ради любопытства. А также, чтобы понимать, сколько на какой вес нужно туз лука делать. И чтобы оптимизировать соленость икры приготовленной. Итак, 60 грамм весит миска. В одной форели было 140, грубо говоря, минус 60, 80 грамм икры. Баночка, да, Надь? 80 грамм. Нет, 140 грамм маленькая баночка. А это какая баночка? 80 грамм никакая баночка.
Нет маленькой баночки? Нет, 140 грамм маленькая баночка. Ну, в общем, 80 грамм баночка. И что я сделал? Я взял 150 грамм воды и положил 100 столовую ложку с горкой соли. Вот сейчас разбавится, я залью, подержу минут, я не знаю, 10. И откидываю на марлечку. У нас будет соленая икра форелевая. Вот такая. Чуть-чуть ее, да, 80 грамм. Что так мало? Даже меньше, 76 грамм. Ну, народ у нас наваристый, нажористый, уха. Смотри, как выглядит. Шикарно. Я прям предвкушаю, как съем пол кастрюли. Надь, давай пол кастрюли мне, пол тебе. Давай. Ай. Ни с кем делиться не будем больше. Согласна? А мышь? Мыши можно плавничок положить. Она же питомец. Питомцу плавничок положим на пол. Однозначно. Слушай, ну нормально насыщенная рыба. Даже вот, что у нас тут 2 хвоста, 2 головы. Ну прям нормальный бульон. Потому что рыба свежая, сладенький. Так смотри, перчики не попади, следи. Они эти, мелкие очень были горошки. Покажем, что у нас здесь. О, картофан. Что, сало будет? Там уже сало внутри. Там Уже со сало шкварком. внутри. Видишь, темненький, это с шкварчиком. С чесночком. Ужин, чем Бог послал. Картошечка с лучком. С чем еще? Ни с чем больше. С петрушечкой. Рыбка жареная, но... Знаешь, с таким картошечка с лучком, там шкварочки, сало. О, с сальтом. Рыбка, форель. А что еще на фаворе? Все. Все. Тебе сухарик дать? Я не знаю, у меня в кофе муха, надо было вылить. Это еще утренний кофе. Это не утренний, это после... Ну, как бы все, ребята. Ну, я считаю, это нормально. Это вкусняшка. Приятного нам аппетита. С добрым утром. Страна, день 11 нашего с Надюшкой путешествия по Камчатке. Сплав по реке Камчатка. Вчера была дневка, а сегодня у нас завтрак. Вот, так сказать, икра. Поймали мы вчера рыбы. Кофе с молоком. Бутерброды на маслице. Вот. Слушай, реки реально не видно. А я знаю, да. Вообще. На реке туман густой и... Как молоко. Скорее всего, это обещает хорошую погоду, но мы по-любому вот можем собраться и почти собрано уже и выйти буквально через час. Куда Вот. там выйти, там нет реки. Да, но там туман такой, Её что просто нет. ее вообще ничего не видно. Вот. Стоит там нет таймлапс.
Вы уже видели, как там выглядит все. Таймлапс на туман? Ну, там белый. Я поставил таймлапс, чтобы посмотреть, как он развеется. Он не развеется. Хлеба мало, последняя баранка петропавловская. Масла много, хлеба мало совсем, икры много. Дорогие. Выглядит это вот так. Надюш, ты будешь бутики? Нет, я тебе все отдам, конечно. Какая ты добрая. Стартует 11-й день нашего сплава по реке Камчатка. Отличная погода. Сегодня пройти немного, порядка 23, ну может быть там 24 километра максимум. Мы сегодня планируем ночевать в домиках рыбного хозяйства, где в принципе, как я думаю, не должно быть людей. Если там будут люди, ну то отплывем там на ближайший пляж, где-то встанем. Ну а так должно быть в домике. Погода отличная. Удачно мы подневали вчера, половили рыбы, пожарили блинчиков, отдохнули, поспали. Ну, в общем, вчера был отличный день отдыха, который, в принципе, я считаю, должен быть раз, в 10 дней у нас так и получилось. На 10-й день мы отдохнули. Все, стартуем, река нас ждет, река спокойная, погода отличная, еще раз повторюсь. Сегодня планируем, как пристанем, еще помыться, постираться, надо лодку помыть. Может, рыбу половим, хочется поймать, конечно, какую-то лосось. Ну, вот такие вот планы. Народ, уважаемые мои зрители, шикарнейший вид. Мы проплыли около 2 километров. Острый Толбачик и большая Удина за ним. Вон 2 штуки. Внизу облака. Вот что слева я пока... Нет, их 2 рядом, смотри. Я вижу. Походу это Крестовский вулкан, который большой 4000-ник. У верхнего, видишь, как будто это вершинки нету, как будто он идет. Она в облаках. Хотя Нет, не там, знаю. по-моему, кратер. А может быть это Ключевская сопка. Я пока... Там кратер, видишь, там нет вершинки. Да, я пока затрудняюсь сказать, Это не путь. что это. Здесь впадает в Камчатку. И видите, на заднем плане острый Толбачик. В общем, река Студеная берет свое начало с того самого плато, откуда мы пойдем на Марсово поле, и пересекает практически все плато. Как бы оно совсем не брало бы свое начало с ледника Богдановича. Я потом уточню и напишу строкой, откуда берет свое начало, но точно мы будем идти вдоль этой реки через неделю, наверное. Мишка ходил здесь прям большой. Большой. И сегодня следочки такие четкие. Привал у нас на песчаной косе. Надюшка режет колбасу. Или кусает. Ты что, просто кусаешь, что ли? Может, тебе нож дать? Ну, логично. Потому
Короче, у нас возникла тупая идея. Основное русло справа идет. Здесь казалось издалека протока, вроде как ничего. И вот видите, чем я занимаюсь. Теперь мы идем, тащим лодки за веревочку. Вот так. Ух, вулканы тут, да. Ну ладно, мы сейчас тут не до вулканов, собственно. Знаете, я немножко левее выйду, здесь пока поглубже. Просто лодка застревает на песке. Ну, надеюсь на то. Миша! Река Козыревка, ее устье, впадает в Камчатку. Вот мы зашли с Камчатки, немножко зашли даже в устье этой самой Козыревки. Вода есть, смотри, чистая, кстати, вода. Да, обычно. Такая же, как вы знаете. Не, чистая. Обычно. Ну, в общем, смотрите, да, был замысел набирать чистой воды здесь. Это можно было сделать. Есть небольшая коса на стрелке, да, Козыревка, Камчатка, можно остановиться, там, правда, топь такая, лисьи следы, медвежьи следы, теперь мои следы, такие сантиметров на 20 глубиной. Тут можно набрать, в принципе, воды. Мы думали, что толбачек принесет в Камчатку прям грязь, но такого не произошло, вода такая же, в общем-то, достаточно чистая, и поэтому набирать в Козыревке, еще раз, Камчатка, река Козыревка впадает, достаточно большая, широкая. Высадились мы в урочище Крапивное. Здесь такое все разрушенное. Но совсем недавно здесь было даже хозяйство. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим. Комаря здесь. Но мы надеялись на это место, как на место ночевки, чтобы здесь остановиться. Но походу здесь ничего уже больше нет. Вагончики все разбомблены, все разрушено. Домик наперекосяк, все валяется кое-как. Попробуем наверх, хотя бы просто взгляд кинуть. Скорее всего, мы отсюда сейчас уедем прям сразу. Да, строений там много. Тропинка даже есть. Расскажу в двух словах. Это было рыбпромхоз. Здесь сарай, производственное помещение, вот дом там для жилья, вот еще домик, он, по крайней мере, окна закрыты и закрывается дверь. Там печь есть, можно переночевать. Будем ночевать здесь, в этой избушке. Отсюда видно вулканы. В общем, место прикольное. Что там, свежая рыба есть, Надь? Я боюсь сам смотреть. Или не завезли? Там все завешено, я боюсь. Ну, я сейчас включу лампочку. Я прям авантюрист, я зайду сюда. Включил лампочку. О, прохладно здесь. Холодильник, Надь. Как холодно. Бетонный, потому что он холод держит. Ничего не видно вообще. Тут такие ванны, эти, ну как, короче. Видно, сюда рыбу вот насыпали. Видишь, ванны бетонные. Пойдем. Поэтому и холодно так, холодильник держит. Давай закроем это. Покажу чуть-чуть обстановку. Мы находимся на старой базе рыбхоза, которая заброшена, потом использовалась, видимо, какими-то частными рыбаками. Там я даже покажу сейчас название, пойдем, там осталось. Потом туристами заезжими и просто уже частниками какими-то, одиночными рыбаками. Мы находимся в 11 домике, который сохранился и пригоден для жилья. Тут тоже нары есть, он меньше, который у нас был сегодня. Но... Меньше раз в 5. Ну не в 5, тут был двухэтажный особняк. Нет, там вообще комната была 30 квадратных метров, нижний этаж, и, наверное, 22-й. Да, но здесь меньше, но вдвоем уместиться можно. Нары такие... Здесь как наша кухня в Москве. Размер. Да, 13-ная. да, где-то так есть. Но есть стол, есть печка, печка нам не нужна, комаров было уйма, матрасы мы все сдвинули сюда, чтобы, не дай бог, там какие клопы там не перебежали. Мы постелим здесь свои вещи, ну, матрасики и все. Я вот взял сделать
таймлапс опять, потому что напротив шикарный вид, мы находимся. Сейчас доболтаешь, опять да, не дождешься. Пойду, да. И я там решил половить чуть-чуть, ну попробовать поймать рыбку. Сейчас побросаю, если не будет удачи, там минут за 10-15 я вернусь. Вот Териберка примерно так, там брошенные дома, ну там живут и люди. И люди живут, и вот таких много брошенных, таких, и они похожи на эти. То есть, ну еще похоже на какой-то ГУЛАГ, я не знаю, короче, на какую-то тоже заброшенную такую. Но энергетика здесь нормальная, скажу вам честно. Я бы чувствовал, что здесь плохо, я бы ушел. Вот. Встретили мы людей, они уже ушли, про СЭС я рассказал. Это вот помещение производственное, здесь там такие ванны бетонные, там еще какие-то склады, но мы там уже не пойдем. Вот, покажу, как лодки затащил. Ну вот такое тут все, понимаете? Я не то, что прям сталкер, но мы сюда заехали просто переночевать. Не лучший, конечно, вариант. Вот. Но здесь, скажем так, не все еще развалилось. Покажу производственное помещение по рыбе. Такие вот ванны, сюда рыбу пойманную, видимо, насыпали, да. Потом брали, там разделывали. Вот это, видимо, разделочные какие-то столы или что-то. Ну, давно здесь даже рыбы не пахнет. Это типа склад, мне кажется, потому что много замков тут, какие-то щеколды. Вот такая комната есть. Можно было здесь, она такая светленькая, в общем-то. Но здесь просто вообще ничего нет, нар нет, стола нет. Тут можно было тоже тупо переночевать, поставить палатку посреди пола и запереть. Изнутри не запрешься. Снаружи, ну точно склад, да, если снаружи все замки. Вот, лодки я затащил, покажу как. Вы знаете, вот это сталкерство, вот, честно, не по мне, я не из таких, но, говорю, нам просто переночевать, поэтому мы вынуждены использовать такие помещения. Лодки вот повесил сушиться, хотя их надо мыть, но мы будем на следующей стоянке. Вот здесь, честно говоря, нагажено. Я не собираюсь ни за кем что убирать. Вот, видите, тут использовалась вот сковородочка такая, кстати, приличная, можно с крышечкой. Ну, какие-то остатки тут еды, соуса. Вот, и объявление в издевку звучит. С уважением общество Ажушак. Ажушак. Это общество, которое вот эта рыба. Тут они разделывали. А может это уже Ажушак после того, которое было до этого советских времен. А может изначально Ажушак. Так все выглядит. Ну сейчас покажу виды вам. Тут какая-то беседочка, типа мангальная, что ли. Вот. Там еще какие-то помещения. Вон там какая-то вышка вообще, смотрите. Почему я говорю, как знаете, это какая-то зона старая, да, вот это самое, времен 40-х, вышка. Не знаю, может завтра схожу на нее, посмотрю, что там такое. Здесь такой помостик, лавочка. И, ну, вид тут на вулкан. Ну все, они в облаках. В облаках у нас, значит, давайте посмотрим. Покажу прям палкой. В облаках у нас камень. В облаках у нас торчит чуть-чуть ключевская сопка. Ну и вроде как неплохо, пока еще у нас видно. У нас виден, конечно же, острый толбачик на той стороне. Мы находимся прямо напротив. Вот так, такой вид. Народ, медведь номер 1 в нашем походе. И я оказался именно здесь, в этом лагере. Сижу сейчас, я ем, короче, харчо. Вот так вот я его сижу, у меня тут хамончик еще. Покажу дверь. Вот, но она сейчас полузакрыта. Она была полностью открыта. Видите, там такая трава. И там такой, типа, вниз овражек, не овражек. Ну, кустарник начинается. Сейчас прям покажу все-таки вы. Слышу хруст. Ну, идет по траве. Но он ужинать шел. Ужинай. Просто вот смотрите. Сейчас я. Вот это ближайший куст. Оттуда, из-под него. До него метров 10. 7 метров, что я вру. Вот шаги услышал. Короче, идет такой Михаил Потапыч. Или Потап Михайлович, как его, блин. Короче, деловой такой. И рожа такая. Он приподнимает, я прямо его увидел. А я сижу напротив, ем этот харчо. Я говорю, кто это там идет? Он раз такой. И побежал, короче. Ну так, захрустел в ту сторону. Испугался, он не ожидал нас увидеть здесь. Так, давайте. Немножко прикрою. Ну, пока так оставлю. Мы пока решили не закрывать, чтобы видеть и слышать, кто идет. Пока я хожу сам. Мне надо еще там экшн-камеру забрать на берегу.
Вот, короче, я говорю, кто там? Он раз такой развернулся и почесал туда. Такой хруст, в общем, ломающих деревьев. Я еще выбежал ему туда 2 шумовых. Это самое. След ему шарахнул. Ну, медведь был не малыш. Не знаю, может, не самый матерый, который возможен. Средний. Хрен его знаешь, короче. Я не успел разглядеть, просто увидел, кто-то вот такая вот коричневая пачка. Это первый медведь. В конце 11 дня. Зачем у них бревно берете? Которая? И вон там цепи тоже так же бревно стреляют. Не знаю, может, когда течение или повыше, чалится за него. Это наш гладкий. Даже цепи нет. Не знаю, он схватится и чалится, а так, не знаю. Знаете, у нас стало все хорошо. У нас Кырганик вообще была первая ночевка, мы такие вышли. Да, и офигели. Такие, Твою мать, да. четко. Потом оказалось, что тут все надо, это самое, приспособиться, и все. Ну, просто в такие места не надо заходить и выезжать, и все. Вот ты все приспособление. Вот поглядывай, я просто не смотрю ничего. Да не придет он, если он твой угол стоил, только одного смотался. Он, когда мы уедем, придет в домик проверит, не оставили ли что вкусное. Прошли, я думаю, километров около 2, 12 дня нашего сплава. Тишина, тепло, полное безветрие. Очень душно. Ну как душно? Ну, Просто как-то полное прям безветрие и воздух стоит. Ага. Вот так могу Ну, назвать. как перед грозой, да, такое вот прям Но бывает? грозы не будет, потому что плотная облачность. Она, я думаю, скоро развеется. И есть такая... Не трясись, у меня камера стоит. Я комара убиваю. Не надо, сейчас камера... Сейчас... Надь, камеру поезд в воду и на кого не убивай. Река стала здесь широкая. Прям, я думаю, 250 метров, а на поворотах до 300. Вот так. Давайте покажу. Гладь. Плесканулась рыба. Надюшка видела рыбу розовую. Килограмм на 4 минимум. Не меньше, не меньше той киты, да, которую мы поймали. Смотрите, река очень широкая. И мы теперь от косы до косы переходим достаточно, скажем так, длинный путь. Мы проделываем, когда как бы идем от косы до косы. И получается, что вот до следующей косы 1,5 километра, из которых 700 метров там прошли уже. Только что был медведь. Вот Какой медведь малышка? в этом проеме Мишка был небольшой. Ребеночек. Мы увидели вышку наверху и обсуждали, что за вышка, почему в лесу торчит вышка, как электрическая. Сейчас она покажется, наверное. Ну, такие как бы из 4 столбов там, и какие-то провода даже висят. И вот в этом вот, сейчас покажу, да, вот в этом проеме, видите, такой как бы, на бережке был Мишка, небольшой совсем. Ребеночек, он с мамкой должен быть, он совсем маленький. Надежка увидела Мишку, это Мишка, я его увидел, камеру достать. Собачка размером вообще маленький. Я камеру не успел достать буквально вот 2 секунды. Попробуй просто подгребать и молчать, вдруг он появится, хотя вряд ли. Ты что, он дурачок, что ли? Впереди по курсу в нашей видимости мост бетонный. Грандиозный, кстати, мост. Большой. Так река метров 500 и мост, соответственно. Мост Петропавловск-Камчатский, автомобильная дорога федерального значения. Петропавловск-Камчатский, Усть-Камчатск. Через Козыревск и через Ключи, соответственно. И рядом с Мильково. Через Эссу, наверное. Эсса в сторону отдельная идет ответка. А, еще что-то идет? Через Эсса не идет, там просто ответвление дороги. Я сказал населенный пункт, через который дорога проходит. Угу! Мост! Ага! Однозначно. С той стороны лесенки есть, а тут нет. Что говоришь? Ну, там лесенки есть, а тут нет. Да, лесенки должны быть во все стороны с моста. На перекус у нас
колбаса. У Надьки своя вот такая. Какая-то. Мне такая не нравится. Она какая-то, мне кажется, солоноватая. Она говорит, что совсем не соленая. Ничего, она не соленая, она просто более копченая. А у нее фуэт традиционные колбасы Испании, короче. Она такая более сырокопченая, как А Василий. это же сыровяленая тоже. Да. А я ем фуэт вот такой. Люблю черкизовский, он Я более совсем не соленый. Он более, скажем так, такой жилисто-мясной. И он такой сладковатый вкус имеет. Вот. А моя зато жирнее. Ну, я такой, мне больше соль не понравилась. Еще у нас сыр пластовой и сухари из ароматного хлеба. Ну, в общем, вот такой вот перекус. И у Надьки есть чай, кофе. Она оставила кофе и переливает в бутылочку. А, сам тут. А мне говорит, пей свой чай на завтрак. Пей, ну надо кружки мыть. Давай, пей давай. А не полезу-то, лезть. Я слазю сейчас. Ребята, медведи. Мама, твой ребеночек. Я не вижу, где они. Вон они, сзади твой ребеночек. Малышки. Она сейчас сюда поплывет. Смотри по сторонам. Не уходи, не уходи. Пытайся нас унюхать. Передумай. Унюхал, наверное. Слава Богу. Она унюхала нас. Угу. Она прям носом повела. Худая медведица. Кормящие, видишь, не прикольно. Вот они там люди спокойно ходят в своей машине, вот так. Такие малышки у нее вообще. Вы какие Они худые все. худые ужасно, как собака. Она худая, и они худые. Рыбы нет. Бедная мамка. Бедная, и деда прости. Малышки. Так жалко. Им-то она еще, наверное, сиськи что-то докармливает. Она худая вообще. Я не Она вообще, ну правильно, не высасывает. Она же не восполняет ничего. смотрит, а что нам, понимаешь, что мы где-то здесь. Видит плохо, мы сидим неподвижно. Лодка спустилась. Прям плоско. прошла. Может, это ее лодка, она просто переправится. Думаю, тоже. Понюхала вокруг лодки. Пошла обратно. Может, рыбу пытается. Какая худая, даже я без камеры вижу. Господи, покажи. Я вижу камеру, она очень У худая. нее кожа висит вся, вообще просто, она вот вся. Эти еще хоть как-то, они худые, длинные, но они хоть как-то круглые. Она у нее холк, ты посмотри, как вообще, как спичка. Уникально, что я сижу, установил камеру на колени и показываю вам вот эти вот кадры. Угу, только они сейчас к нам собрались. По-моему, нет. Если будут плыть, не знаю, что делать. Пугать их? Нет, Мишка пошел вдоль маленький. Там что-то красное или что-то такое. Тоже то ли лодка, видно отсюда. А он потянул какую-то, то ли одежда там с веслом, то ли что-то. Он потянул, оно раз, и он испугался. Совсем, смотри, они с одного полета, с одного. Малышки. Там что-то на кусте. А мама плавает, смотри. Мама плавает, смотри, купается. Да, мама искупалась. Я пропустил маму, пока за малышами наблюдал. А ей не видно было вперед. А он боится, Пугался? он боится красного этого. Она там, смотри, вовсю купается. Ну, а паразитов, говорю, комары замучивают, они выходят. Ребята, уникальные для меня съемки. Может быть, кому-то не уникальные. Нет, это уникально, когда она купается. Пришла с малышами покупаться. Но они в воду не лезут, смотри. Мамка там намывается. Блин, такая вот бандита двоих. Слушай, она такая худая, прям когда искупалась. Шерсть на ней прилипла. Это я увидела. Yes. Я все вижу. Отряхивается.
Такие они занёсишь, пиндики. Где мама там один шаг делает, да, на горку, они такие... Один второй такой бултыхнулся вниз, с обрыва, потом папа опять пошел. Так и меня, подожди. Что, банда, здоровья вам. Пусть рыба пойдет хоть какая-нибудь, и мамка вас накормит. Мамка пусть себя сначала накормит, это вообще ужас. Я такую худобу не видел. Просто концлагерь какой-то. Сейчас их видно хорошо. Такие они за ней по пятам. Ну, естественно. Мамкины хвостики. Круто, не просто Мишу видели. Мама. Как они далеко вообще сейчас. Вот так вот. Пошел дождик. Ну, пока не сильный, накрапывает, но это самый сильный из тех, что у нас были на воде. Начинал накрапывать пару раз. Ну, как-то кап-кап-кап, и все как бы и заканчивалось. Но сейчас, смотрите, как-то он не хочет заканчиваться. Прям видно, долбит. Пока мелкий. Для нас это не страшно. Сейчас только нужно остановиться, взять в прицепе пончо тент, накинуть на себя. Все остальное защищено от воды полностью, на 100%. И не похоже, что он будет затяжной, надеюсь, кончится. Главное, еще раз говорю, но этого, наверное, не произойдет, со срединного хребта, чтобы тучи те не сорвались на нас и не пришли. Вон те, вон серые. Это уже дождик сильный. Нам не надо. Не хотелось бы. Хочу показать место сегодняшней нашей будущей ночевки. Мы выбрали так вот между деревьями. Был один пляж большой, там понравился нам сперва. Но потом там комары закусали, и мы решили пойти на этот. Не прогадали. Два бревна, между ними... Сейчас покажу виды. Вид на запад. Это Срединный хребет. Сейчас он, конечно, такой весь как бы контурный, да, с него солнце оттуда светит. Но с утра мы будем видеть шикарный вид на Срединный хребет. Все показывают вулканы, а в ту сторону никто никогда не показывает. А мы покажем. Вот. Лодка там, мы ее разгружаем. Мы сейчас лихорадочно бегаем, носим. Почему? Почему лихорадочно? Почему быстро? Потому что вот это все, видите, вот эта тьма, эта мгла, ее натягивает на нас медленно, но верно. Я чувствую, будет веселая ночь, когда эту всю мглу на нас натянет. Поэтому палатку будем ставить между двух бревен, крепить. И Надюшка говорит, давай с той стороны, там хорошее место, плоское. Но учитывая направление ветра с стороны тучи, оттуда, вот, хорошо, что вот эта вот пихта 200-300-летняя, которая тут валяется, она нас прикроет. Вот Надюша там разравнивает уже площадку. Так что она меняет ландшафт, чтобы противник терялся на незнакомой местности. Ты неправильный, давай вот здесь. Итак, вечер 12-го дня нашего сплава. Прошли мы ровно 30 километров до этой точки. Остается 13 километров до Козырецка. Идеальное место, пляж, теплый песочек. Ходим босиком, приятно ногам. Я считаю, что это место самое лучшее из всех 12 ночевок, которые у нас были в этом сезоне на этом сплаве. Даже включая, наверное, усадьбу. Надь, лучше, чем в усадьбе здесь. Конечно, здесь светло и виды. Я же сказала, я в домиках не люблю. Виды, шикарные виды, во все стороны. Срединный хребет, правда, сейчас накрыло, посмотрите, там солнце, правда, не увидите. Накрыло там тучей, но проснемся именно с видом на него, да, когда мы сюда швартовались, то прям был вид. С утра солнце будет светить, соответственно, с востока в ту сторону, и мы увидим Срединный хребет. Не исключено, что развеет тучи, и мы увидим что-то вот позади нас, где сейчас там клубится какой-то непонятный фронт, не фронт, но вот такое что-то грозовое. Но он там зависло, и слава богу, пусть там висит. У нас стоит палатка, стоит идеально, посмотрите. Покажу вам, между двух бревен. Да вот эти вот слепни. Ни одного комара, только слепни. Но их немного, они не так достают. Было бы хуже, чем если бы были комары. Мы остановились на предыдущей косе, там просто комарё нас заело, мы хотели встать там. Хорошо, не встали. Но точка обозначена была вот эта, и мы сюда дошли 2 километра. И о чем мы совсем не жалеем, просто это идеал. Вот. Палатку поставил, рассел на бревна, посмотрите, красиво все. Вообще все по красоте, она может теперь выдерживать тесты на шторм, на дождь, вот все, что будет, мы готовы выдержать. А я вижу солнце, понимаете, солнце освещает, вот прям все, я считаю, это везение. Сейчас я
налаживаю удочку и пойду попробую. Здесь такой берег высокий. Перспективно для того, чтобы поймать рыбу. Ну еще раз, до выхода на берег просто вот 15 метров. Вообще красота. В 20... подождите. Сначала скажи, чем в палатке. Почему в палатке? Я А щас то мы хвалились, Так я и хотел это сказать. Нет, тут знаешь, я вот почему-то я четко ловил рыбу до... Мы в палатке сейчас находимся. Я ловил рыбу четко до 20:00 в футболке. В футболке ходил, солнышко было. Я думаю, как здорово. Везде в 6 часов, а где-то еще и раньше, 5:30, накрывает комарами. Здесь не было ни одного. Вот. Я ловил там, короче, туда-сюда. В общем, ни одного комара. Ну, хорошо, как хорошо, замечательно. Надюшка лежала, ждала рыбы, потом плюнул на все. Я не лежала, и матрасы качала. Твой час. Мой матрас качать час. Дальше. Ровно в 20, что-то вот сейчас где-то 20:58 сейчас. Где-то 20:30, 20:15. Не, буквально 15 минут назад, вот прям Да. вообще. Резко комары такие, вау! ОПГ комар. Может, они под каждой песчинкой сидели, ждали, пока солнце уйдет? ОПГ комар, короче, включился в дело. Они вышли на тропу войны. Закурили эту самую трубку. Нет, трубку Нет, мира. трубку мы им вон закурили. Мы им закурили трубку войны, а они вышли на тропу войны. Все наоборот, в общем, вот так произошло. Ты сказал, мы им закурили трубку войны, и они вышли на тропу войны. Ты нормальный вообще? Есть трубка мира, а мы закурили трубку войны. А они что? Они вышли перед этим на тропу войны. Короче, мы ответили тем же. Вот так. Ответ будет Что ты несешь? адекватный. Что ты несешь? Не, ну как у нас в стране говорят, это самое. Не надо, ты второй раз уже сегодня помянешь. Не Не буду. надо. Да. Ответ будет адекватный.
здесь несет. Не туда несет. Итак, прямо по курсу у нас поселок Козыревск. Подходит к концу первый этап нашего путешествия. Первый этап из 4 запланированных этапов. Давайте так, мы сейчас причалим, выгрузимся, осмотримся, и я расскажу о планах, что у нас впереди, что ждет вас впереди, что ждет нас впереди. Вот, мы пойдем в горы вторым этапом, потом опять сплав, потом океан. Я об этом немного подробнее расскажу. А также небольшую оценку, небольшой итог подведу нашему 13-дневному сплаву по реке Камчатка. Опять же, мы будем продолжать сплавляться скоро. Козыревск еще раз с такого ракурса, потому что показалось больше зданий. Он намного шире. Козыревск, я имею в виду поселок по берегу, чем казалось с предыдущего вида, с предыдущей точки съемки. Я даже смотрю, там какое-то оранжево-белое здание такое большое. Вот так вот покажу. Вороны поют песни для нас. Итак, уважаемые мои зрители, подписчики и гости канала, хочу подвести небольшой итог первого этапа нашего с Надюшкой путешествия по Камчатке. Хотел я, ребята, размахнуть такую тираду, но, похоже, мне придется сделать все в укороченном режиме, поскольку здесь комары очень злые. Находимся мы на смотровом месте, смотровой площадке поселка Козыревск. Позади меня вид на реку Камчатка, вверх по течению, откуда мы пришли. За ним в тени вы видите силуэт очертания восточного, срединного хребта. Там до сих пор клубятся тучи. Вот извините за мои вот эти движения, как бы я не взял с собой сетку, но это злые комары. Меня одолевают, потому что уже вечер, и они уже, как сказать, во всеоружие атакуют. Итак, прошли мы за 12,5 дней с Надюшкой, считаем за 13, прошли мы 330 километров по реке. Средняя, получается, скорость нашего движения, если вычесть один день дневку, около 30 километров в день мы проходили. Сперва течение было быстрое, 7 километров в час, потом оно замедлилось до 5 километров в час. Пришлось больше грести, конечно. И в итоге мы здесь. Пришли мы по верхней границе нашего плана, то есть использовали 2 запасных дня, где-то медленнее шли, использовали 1 дневку, и в итоге 2 августа мы прибыли в Козыревск. Нас встретила Мария, мы забазировались в гостевом доме у Марии, замечательное там место, я еще покажу, будет сюжет об этом. Кстати, следующий сюжет, скорее всего, я сниму о Козыревске и о каких-то местах, может быть, магазин покажу, улицы чуть-чуть, какие-то там объекты. Ну и, соответственно, гостевой дом у Марии я покажу обязательно. Комары садятся прямо стаями, извините, что вот это вот я дергаюсь, как эпилептик. На самом деле у меня все нормально с психикой, это комары. Итак, ставьте лайки, кому понравился сериал, кому понравилась эта серия. Оставайтесь на канале обязательно, потому что впереди масса интересного. Пойдем наверх, потом еще сплав, потом океан. Там у нас мини-поход намечается. Будем посещать бывшую столицу Камчатского края, Нижнекамчатский острог. Ну и еще иные локации, о которых я сейчас уже не буду говорить, и они будут у нас появляться в кадре по мере поступления. Ставьте лайки еще раз, оставайтесь на канале. До новых встреч, пока.